Доброе утречко, ребята. Время 5:40. Вот, но что-то я смотрю, погода вообще сегодня меня не балует. Ночью была мощнейшая гроза, но меня захватило совсем краешком. Обошла она стороной, покапал дождик немножко, ну такое. Но весь вопрос в том, что сейчас покажу на улице. Весь вопрос в том, ребята, что очень сильный ветер, очень. Гнет деревья, все такое. И в такой ветер, ну, на реке, не знаю, все равно будешь сидеть, тупо ждать, пока он пройдет. Не знаю, что делать, сейчас буду думать. Не знаю, что делать, ребята. Сейчас собираться идти на воду. Но это ты будешь бороться против ветра, упираться. Пройдешь какое-то время, устанешь, пристанешь к берегу и все равно будешь ждать, понимаете? Вот. В таком я затруднении. Ну, река против ветра повернет и все, и приехали. В общем, я думаю немножко подождать. Ну, пока помыться, побриться, а там оно видно будет. Что ветер очень устойчивый со стороны вчерашней грозы. И очень сильный. И я боюсь, что я просто не буду выгребать, понимаете? Пока тайм-аут. Прошло полчаса. Тишина и спокойствие. Пойми эту погоду. Вон туча уходит. Та, которая всю ночь грохотала, шебуршала и так далее. Вроде как бы уносит шквал, а сейчас штиль. Тишина кромешная, и там, куда мне идти, нормальная погода. Ладно, давайте собираться, ребята, потихоньку тогда. Че на месте сидеть? Поехали! Ну что, ночь прошла под знаком дождя. Пока это место. Это было второе лучшее место из всех, где я ночевал. Нас ждет новый день. Я решил рискнуть. И несмотря на совершенно непредсказуемую погоду, 2 часа назад тут ветер в деревья гнул. Потом резко стало тихо. О, и выключилась GoPro. Просто супер. Тайм-аут, ребята. Вот сейчас на GoPro видно, какие мощные тучи идут. Но это нас не испугает. Мы берем весло и мощно гребем в сторону остра. Зато, ребята, посмотрите, сейчас картинка на GoPro меняется. Да и на этой тоже поменялась, на Соньке. Впереди ясное небо. Сзади черти что. Тучи свинцовые и все такое. Я посерединке. Я уже было думал, что придется делать дневку. Думаю, зачем мне здесь дневка? Ну, хотя был соблазн, вот знаете, тупо поваляться в теньке в палатке, чтобы тебя комары не грызли. И почитать книжечку. Лениво попивая чаек с конфеткой. Вот. То есть вот тупо нифига не делать вообще. Ну, максимум подвиг это выйти сделать чай. То есть это надо сразу медаль с бумаги вырезать себе сюда. Раз так прикрепил, все. Была такая подлая мыслишка. Но потом я подумал, что река ждет. Как же я все утро в 5 утра подымался, всем вставал на весло, а тут раз и сдамся? Да не. Ну и ветер еще, зараза, стих. Если бы он еще мне подыграл, вот немножко, и продолжал дуть с такой же силой, то я бы, наверное, все-таки не пошел. Но я думаю, что сегодня, скорее всего, судя по погоде, будет все. И ветер, и дождь. Но я приготовился. Все, что можно, я запаковал. Все, что могло промокнуть, я спрятал.
В быстром доступе непромокаемая куртка, непромокаемые брюки. Вот. Даже если будет дождь, ну не гроза, то вполне можно грести. Ничего страшного в этом нету. Опачки. Проходим. О, красота. Настроение у меня просто бомба. Не знаю почему. Может, потому что я выспался хорошо. Вчера проехали 2 машины мимо. Я чуть-чуть напрягся. В одной, 4 парня сидело. Вот. Ночью, вечером, когда стемнело, я нашел банки. Поставил сигналку свою. Разбросал листья, сухие. Все нормально, все хорошо, все обошлось. Вот. Приготовил на всякий случай баллончик и все такое. Береженого Бог бережет, сказала монашка, натягивая презерватив на свечку. Знаете, да, такого? Поэтому лучше вот так. Время сейчас 7:50. Я на воде. Впереди тучки, небо. В общем, ничего, ребята, непонятно. Какая будет погода, непонятно. Единственное, меня радует на сегодняшний час, даже не день, а час, что нет ветра, я гребу вот в тишине. Но я думаю, что сегодня, судя по всему, по вчерашнему дню, придется и помокнуть, и против ветра поработать. Но ничего страшного, мы же туристы с вами, правда? Это для туриста нормально. Вот интересно. Помните, GoPro стоп съемка. GoPro выключись. Будем экономить память и электроэнергию батареи, потому что, пейзажи тут совершенно обычные. Как-то в одной из своих бесед, я не знаю, получились они или нет, потому что, честно говоря, я просмотрел на ноуте, некоторые я снимал тогда, когда солнце было сзади меня, а в это время лица не видно. Вот. Не знаю, как оно получится, приеду домой, посмотрю на большом ноуте при нормальном освещении, как-то получится в любом случае. Если же не получится, тогда у меня было рассуждение на тему современного туризма, старый туризм, новый платный туризм, платно-дружеский туризм. Я вот подумал сейчас, интересно, к какому виду я отношусь. Сказать, знаете, что я вот такой приверженец старого туризма, нет. Я всей душой ненавижу старые вибрамы, брезентовые палатки и прошлые рюкзаки совок стайл. Вот. Опять, тогдашний туризм был отражением совка, собственно говоря. Какая была страна, такой туризм. То есть, если вся страна была огромной казармой, то и туризм был казарменный. То есть, выше, сильнее, достижения. Вот, военно-прикладное искусство, значки ГТО, готов к трудовой обороне. Если вы молоды, вы можете этого не помнить. А тогдашняя истерия, это все поощрял, клубы всевозможные. Вот. И других развлекух-то не было, собственно говоря. Вот. А сейчас это все переросло на бизнес-основу с улучшением материальной составляющей. Но какая-то частичка духа старого туризма, она исчезла. А она была. Вот именно дух взаимопомощи, дух товарищества. Как ни крути, а он был. И вот это, именно за этим большинство людей ходили в походы. Вот. Сейчас, мне кажется, этого уже нету. К какому из этих видов я отношусь? То, что я не совок-турист, это стопудово. Вот. И то, что я не платный турист, это тоже стопудово. Я, наверное, природный турист. Давайте так это назовем.
природно-современный самостоятельный турист. Я не отрицаю на самом деле, что я тоже когда-то пойду в платный тур. Но у меня это будет строгий расчет. То есть, если я посчитаю, что, например, дождик, привет, я очень тебе рад, давно тебя не было. Почалось, ребята. Ну, чуть-чуть пока капает. GoPro это водонепроницаемая, а Сонька нет. И поэтому, если всерьез ливанет, мне придется Соньку прятать. Я хочу сказать, если вот, допустим, будет какой-то интересный групповой поход, который я посчитаю, что мне самому не осилить, будет тяжело, сложно и более того, это будет дороже, ну почему мне, например, не воспользоваться этой услугой и не сходить в какой-то групповой поход? Почему нет? Я все разведаю, все узнаю, все посмотрю, а потом я уже могу в следующий раз, например, если мне захочется дзеновского сольного похода, то я могу уже самостоятельно пойти без этой группы, чтобы именно получить дзен, который я сейчас получаю на Десне, пусть это будет и дороже. Доброе утро. Доброе утро. Понимаете, то есть... Да, и тебе доброе утро. Вон меня собака приветствует. Да, охрана и оборона, все. Да, косточку заработала. Вот, и понимаете, это хорошо отчасти, потому что я вот сейчас читаю, типа рафтинг-тур организовывает одна компания в Грузии. Но я в Грузию по-любому не попаду, у меня нет рафта. Как я сплавлюсь по горным рекам? А там, получается, я не помню, что-то в районе 500 евро за все, за 7 дней, все включено, ну, кроме перелета, по-моему. Ну, как бы, почему нет? То есть тебе все предоставляют. Понятно, что это будет организованный тур. Но попрыгать, например, на рафте по грузинским рекам, даже в таком... Я понимаю прекрасно, что серьезного там не будет ничего. Что это платный тур для чайников, которым рассказывают, что вау, вы крутые, это, блин, крутой тур. Да вы тут вообще лучшие рафтеры. Да ну, я это все понимаю, что это все замануха. Но побывать, например, в Грузии, там, где не был, вот, за такие деньги, когда за тебя все берут, всю организационную работу, предоставляют тебе средства. Более того, там можно со своими спальниками приходить, со своими палатками, тогда цена дешевле. У меня это все есть. То есть я как бы буду в группе, но как бы буду и один, понимаете? И мне кажется, что отрицать реалии, допустим, платно-дружеского туризма не стоит. Надо просто пользоваться. Моторка выехала на рыбалку, кто-то выехал. Надо просто пользоваться реалиями жизни и в зависимости от изменившейся ситуации, например, да, для себя брать лучшее. Ну вот еще один пример вам приведу. Где узнать маршруты, например, вокруг Киева, маршруты выходного дня, именно водные. Вот где? Я там кинул клич в одном из форумов. Ну, пару ссылок мне кинули. Ну, такое. А на самом деле, вот платные фирмы, там Тойва клуб есть, Нерис Каяк, и куча сейчас других появились, которые именно зарабатывают деньги на то, что катают толстопузов и чайников вокруг Киева там и так далее. Вот у них эти все маршруты написаны. Идем туда, идем туда. Вот тупо берешь этот маршрут, копируешь и идешь по нему сам. Вот и все. То есть, пользуясь их опытом, ты получаешь для себя, например, условно бесплатный какой-то тур, да? Или вообще пользуешься их вариантом, вот, чтобы не брать машину, не тащить лодку. Ну, если, например, добираться туда на своей машине дороже, чем взять их. Так что, ребята, ну, душа моя, конечно, лежит вот все-таки к прежнему душевному туризму, когда
Не знаю, сейчас так делают, навряд ли. В горах оставляли спички, соль, сахар для тех групп, которые не использовали, да. Вот. Но такого туризма уже не будет. Я это понимаю, время ушло. Время ушло, и гнаться за прошлым нет смысла. Его уже нет. Есть другие реалии. Ну, такое, ребята, утреннее рассуждение наше с вами. Ой, правда, точно. Фух. Ну что, пока погода благоприятствует, дождик перестал, рыбаки появились. Нас ждет славный город Остер. Ну, до него, я так посмотрел, хороший переход такой. Кстати, вчера по программе Осмонд я впервые посмотрел, сколько я прошел за день по просьбе моего подписчика на Фейсбуке. Прошел я вчера примерно за 7 часов 36 километров. Мне отписали, что я турбо. Я сзади сюда поискал Матью Супермена, не нашел и успокоился. Вот так. Так что я просто вчера шел. Вы же видите, я не то, что там пошел, гребу, блин. Я спокойно себе гребу, как гребется. И все. Хочу еще сказать, что на самом деле секрет быстрого движения не в том, чтобы ехать быстро. Мы когда-то, когда я еще байкировал, у меня был друг, у него был полтинник, скутер. У меня тогда скутер тоже был, уже мотоцикл, кажется, был Хусок 250. И мы поехали в Крым. Но он больше 60 ехать не может в принципе, то есть вообще. Ну, ладно, он впереди 60 топит, ну и я за ним так, 60 на 4. Полгаза вообще еле-еле. Мимо нас спорты пролетают. Только вот 200 км в час скорость. Ну, мы так посмотрели. Проходит где-то 1,5 часа. Мы трус. Заправка. Стоят эти спорты. На нас смотрят. А мы мимо так. Дик-дик-дик-дик-дик. Проходит где-то минут 30. Снова они мимо нас. 200 километров, значит, гонят. Тоже на Крым. Мы дальше 60. Проходит еще 1,5 часа. Опять заправка. Опять они стоят и мимо. Мы мимо проходим. Они ржут уже. То есть, понимаете, по сути, секрет быстрого движения не в том, чтобы быстро очень ехать, а в том, чтобы ехать постоянно или идти постоянно. Но без частых остановок. Вот в чем дело. Постоянство. То есть примерно вот так, как я иду. То есть я остановки делаю, ну, достаточно редко. Но гребу я в щадящем режиме. Смотрите, хотел показать вам, какое небо. Это вот тот фронт, от которого мы убегали. Видите? А вот там он так лихо закручен. Сейчас поверну камеру. Вот что сзади нас. Видите? Тучи сплошные. А если повернуть камеру немножко вправо, вот туда, куда нам надо, то вот такая пасторальная картинка. Добрий ранок. Доброго.
Я сейчас так гребну и потом пускаю байдарку по течению, чтобы полюбоваться. Живописный такой берег. Те упавшие деревья, конечно, создают совершенно неповторимый колорит. Вообще такой ведьмин дикий лес. Черный, страшный. В то время... Нет, ну это я шучу, конечно. А на самом деле очень живописный. Да, все-таки Десна шикарная река. GoPro стоп съемка. Ну вот, ветра хотели, их есть у меня. Уже минут 15 выгребаю. Ну, сильный, барашков нет, но упираться приходится. Сейчас попытаюсь заныкаться в ветровой тени. Делает поворот Десна. На самом деле, да, против ветра долго не выгребешь. Я пробирался вдоль берега, стараюсь прижиматься в разумных пределах как можно плотнее, потому что сильный встречный ветер разыгрался. И тут надо просто еще обходить рыбаков. Немножко зашел в ветровую тень отдохнуть. В общем, ребята, это вообще не вариант, конечно. То есть байдарка вперед идет, но это стоит таких усилий капитальных. Мало того, что тебе ветер тормозит, ты даже весло проталкиваешь против него. Так вот эта вот волна, зыбь мертвая, она капитально тормозит байдарку. И байдарка вместо того, чтобы скользить, она подпрыгивает, ты еще и сопротивление волн преодолеваешь. Конечно, очень надеюсь, что ветер или поменяется, или я буду идти как-то вне его лобового воздействия, не знаю. Плюс еще что плохо, вот в этих всех волнах хуже видно сучки торчащие. Вот это вот. А ты идешь вдоль берега. Вон их сколько торчат из воды. И ты, чтобы спрятаться, стараешься прижиматься к берегу. И шанс наскочить на сук возрастает. Управляемость ухудшается. Но это не то, чтобы, знаете, все критично. Но в сумме это все усложняет управление байдаркой намного. Вот. Поэтому пока река делает поворот, мы с вами попытаемся спрятаться в тени обрыва. Доброе утро. Тут рыбаков, правда, валом, но мне приходится обходить их лески, что тоже не добавляет радости. Так бы я к берегу прижался, а так не надо их обходить, делать крюк. Это неудобно. Надо смотреть, чтобы не заметить, ну, чтобы их увидеть. Так что вот так. Ладно, ребята, идем дальше. Что, наскочил на леску рыбаков. В общем, ребята, проблема, когда вот ты крадешься вдоль берега, они рядом стоят. Там 4 спиннинга или 5. И заброшенный хрен знает куда далеко. Одну я нагнулся, проскочил, а во вторую в лес. Ну, пришлось отрабатывать, извинился.
Это надо учитывать. Так, давайте-ка срежем. Я так понимаю, впереди островок маленький. И сейчас вроде, я смотрю, впереди ветра так особо нету. Тут, видать, село рядом какое-то. И куча рыбаков стоят с палатками. Ну и отдыхающих вообще. А мы сейчас, вместо того, чтобы скрываться в тени левого берега, я смотрю, что ветровая тень и тут есть. И мы с вами пойдем напрямую по правой стороне острова. Вот так. Не думал я вообще, что ветер это такая проблема для байдарки. На самом деле, да. Это очень неудобно. Даже, пожалуй, примерно так же плохо, как для велосипеда. Тоже ветер. Встречный ветер это не самый лучший вариант. Но все-таки у кого как, конечно. Ноги-то посильнее рук будут. И руки у меня устают при гребле при встречном ветре быстрее. Вот что плохо. Не знаю, видно или нет, мне солнце отсвечивает. С правой стороны красивенная круче такая. Я вот не пойму, куда тут идти, потому что посередине то ли остров, то ли непонятно. По-моему, остров, да. Так, и как его обходить? То ли слева, то ли справа. Ну, течение основное идет справа. Ага. А река делает поворот налево. Вот там, ребята, мы можем не пройти. Давайте, наверное, вдоль круче пойдем, справа обойдем. Я решил немножко выйти, попить чая, размять ножки, съесть конфетку. Увидел вообще шикарнейшее такое место сверху, вообще бомба. Для стоянки, просто супер. Если тут никого нету. Ага, как интересно. Сейчас кое-что покажу. Фух, да, погодка сегодня такая, приходится напрягаться. Увидел такой живописный очень обрыв, причалил. И вот смотрите, с правой стороны, ну я не хочу туда залазить, потому что не мое. Люди сделали, может там рыбу хранят. Сейчас поднимусь наверх, просто посмотрю, что там. Вроде бы никого нету, я не видел палаток. Очень живописный тут такой берег. Кто-то сделал доски, чтобы земля не осыпалась. Видите, стоял долго. Да, никого нет. Наверное, просто оставили схрон. Ну, не схрон, а погреб, типа. Да, тут такая поляна огромнейшая. И, видать, тут стояла какая-то компания большая. Люди стояли, сделали, сколотили. Там дальше тоже столик, видите. И уже лес, вот такой киевский хвойный лес. Я зашел, уже такие места, как у нас в Киеве. Выход тоже тут сделан для воды. Знаете, мне тут нравится. Единственное, что, конечно, тут очень много места. Поэтому, если рядом станет шумная компания, то будут проблемы. А так, на самом деле, очень даже круто. Ну, вот это, конечно, наше свинство. Пенопласт. То есть сделали холодильник. И тут так уехали, так и бросили. Вот так он и будет тут теперь валяться. Ну и вид красивый, смотрите, на реку сверху. Тут, конечно, стоять приятно. Любоваться. И вон моя байдарочка стоит. К скольким местам, ребята, она уже причаливала. А? Так посчитать на Десне, сколько она видела вместе со мной.
какое чудесное путешествие у нас вместе с ней получилось. Даже несмотря на ветер, даже несмотря ни на что. Какое место колоритное, правда, ребят? Красивое такое. Круче, никого нет. И на ней такое куча места, чтобы встать лагерем. Ну, во-первых, сейчас не время, а во-вторых, здесь слишком много места все-таки. Я предпочитаю более уединенные места, куда сложно подъехать и встать более одному человеку. Так спокойнее, уютнее. А тут просто место для какого-то лагеря. Но тем не менее очень красиво. Пошли дальше. Разворачиваем байдарку. Вот. И двигаемся дальше. Погода опять меняется, опять тучами затягивает. В общем, ну и, ребята, эту погоду давайте считать любую погоду хорошей сегодня. И из этого исходить. Против ветра, прижимаюсь к берегу как могу, и тут село, местный пляж, две женщины. Ну я ж близко к берегу, ну вот как сейчас. Откуда вы идете? Ну такого возраста 35 плюс. Я говорю, от границы, от Гремяча. Они я так посмеялся. У меня сегодня были аплодисменты. Мы с вами продолжаем борьбу с ветром. Шапку я снял, потому что ее сдувает моментально. Байдарку подбрасывает. Ну, короче, все прелести я ловлю по полной программе. Потихоньку гребусь. Стараюсь экономить силы. Уже съел один сникерс. Ну, пока гребется, знаете, пока есть сил не выбился, надо работать. Я стараюсь грести медленнее. Ну, скорость, как вы видите, такая по берегу хорошая, нормальная. Хотя так, если смотреть вперед, то кажется, что ты еле идешь или стоишь на месте. Пройдя еще немного, я встретил байдарочников, которые разгружались. Подошел поближе, попытался пообщаться, но общение как таковое не задалось, потому что группа оказалась платная, и всем видом руководитель группы просто показывал, что ему это не надо. То есть, так как я подошел, он вынужден был это делать, но тем не менее особого рвения о чем-то говорить он не проявлял. Платные туристы, которые там стояли, вообще молчали. Я спокойно посмотрел, мы перебросились пару слов, и я пошел дальше. И у меня начинает болеть правая кисть. Надо, ребята, искать место для того, чтобы упасть. Впереди такая красивая круча по правому берегу. Ну, понятно, что это не для нас, но вообще красиво. Сейчас мы в такой ветровом карманчике хорошем дрейфуем. У меня сегодня, ребят, целый ходовой день, конкретно против ветра. Надо отдыхать, потому что начинает болеть кисть, как бы завтра не было проблем. Вот, встретил вот эту же группу платную байдарочников с Киева на фьорд-ботах. Вот, руководитель так со мной побеседовал. Никак.
Получается, вот я, допустим, останавливаюсь, и, как правило, ну что с этими туристами говорить? С ними говорить-то, собственно говоря, не о чем. Руководитель тоже. Он на работе. Ему лясы точить, допустим, неохота, да и некогда. Ему надо всех этих обалдуев там распределить, накормить, если осталось чем там еще что-то. Вот. Это бизнес. Это уже не туризм, это бизнес. Так, постояли, ну. То есть традиция, допустим, угощать друг друга чаем, она неприемлема по отношению к платному туризму. Откуда у них чай, если там раскладка одна? И все как бы учтено. Понимаете? Это я не в упрек говорю. Это просто констатация факта. Я это к тому говорю, что если видишь вот байдарочников, которые гребут как попало по реке, вот так вот, как, извините, кое-что в ополонке, то может даже к ним и подходить-то не стоит. Ну, привет, привет, кто, откуда, все. То есть не пытаться с ними общаться. Это лишено как бы смысла, получается. Вставать с ними вместе тоже лишено смысла. Наверное. Ну, не знаю. Такое, ребят. Такое, я вам скажу. Сейчас у меня просто зреет как бы такое убеждение, что GoPro выключись, что не стоит подходить к группам, если это платный туризм, и пытаться как бы общаться на туристические темы, им это не интересно. То кто, откуда я иду. Я сейчас пытаюсь в голове, просто ем конфету, извините, и пытаюсь в голове вот уложить все вот это дело, потому что в будущем такие встречи будут. Мне кажется, контакты вот с такими группами надо сводить к необходимости. Ну, мало ли, знаете, аптечка может понадобиться, там то, чего там у тебя нету, зажигалка там или еще что-то. Все. Дальше как бы общение сведется все равно с руководителем, или даже не с руководителем группы, а со старшим группы. Вот. Которому, наверное, я буду только мешать, скорее всего. Какая круче впереди, красивая. И вот с левой стороны там типа сделан такой сход. Не, ну мы туда стопудово не пойдем и не потащим байдарку. Наверное, нет. Будем искать следующее место. Ну вот, я разбил лагерь, как обычно, покупался, постирался. Лагерь я разбил не очень удачно. В каком плане? Дело в том, что я не посмотрел и встал прямо на окраине села Рудня. И мимо меня уже сегодня прошли двое местных, ну, нормальные взрослые мужики, пара с женой рыбу ловят и мужчина. Вот, поздоровалась. Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Но все равно я этого очень не люблю. И, конечно, надо было посмотреть немножко. Но я был, а потом уже чуть-чуть, может, дальше отойти. Но я был уже настолько уставший, вот, что отошел от явно такого места. Там дети еще купались, девчонки. Метров там 500, и тут встал. Ну и получается, что вот мимо меня они ходят на рыбалку. Вот мой лагерь, который я разбил. В этот раз я все компактненько сложил. Вот байдарку сзади, еще привяжу ее веревками к палатке на ночь. Надеюсь, что все будет хорошо. Ходовой день сегодня был просто ужасный. Ну, в каком плане? Я, конечно, вымотался капитально. Немного болит правое запястье, ну и левое так чуть-чуть. Практически весь день была гребля против ветра.
И только вот сейчас время 5 часов, только примерно полчаса назад он начал стихать. И сплошные тучи, вот реально темно. До Остра мне осталось всего ничего. Совсем немножко пройти. Ну как немножко, часа 3, наверное, до Остра. Опять же, там задерживаться я не собираюсь. Если не будет специальной какой-то оказии, покупать там ничего я не собираюсь. Если магазин не будет возле реки, там, может, мороженое выйду. Вот. Такой вот рядовой, байдарочный, грибной день. Даже нечего сказать особо. Все равно классно, конечно. Классно. Я не валюсь с ног полностью, знаете, вот ты догребся до такого состояния, что ты на ногах стоять не можешь. Нет. То есть у меня такая плотная, хорошая, здоровая усталость. Но я чувствую, что еще, может быть, один день такой, да, я выдержу, но третий день я точно или встану, буду ждать, или буду менять немножко схему передвижения. Ну, еще из-за того, что тучи, у меня практически скоро закончатся все мои банки, энергия в банках. Вот, и мне придется, скорее всего, ждать солнечной погоды и останавливаться где-то все заряжать. Вот так. Продолжается мое путешествие, продолжается. Я очень-очень этим доволен. Вскрылось много моментов по снаряжению, по питанию, по укладке. Они не критичные, то есть они позволяют мне совершенно спокойно продолжать путешествие мое, но есть над чем поработать, когда я приду в Киев. Я сейчас ноги засунул в теплый спальничек, пью чай такой чуть подкисленный, растягиваю удовольствие. Вроде дождь прекратился, можно будет вылезти. Завтра хочу, я думаю, что местные мне тут спать не дадут, ну рыбаки в смысле. Надо будет, как обычно, в 5 встать и в 7 встать на весло плюс-минус, чтобы меньше тут маячить. Все, ребят, я всем желаю спокойной ночи и до завтра.